Наше сердце имеет 4 клапана, 2 атриовентрикулярных между предсердиями и желудочками, которые представлены трикуспидальным с правой стороны и митральным с левой, а также 2 полулунных клапана между желудочками и сосудами, отходящими от них. Клапан легочной артерии с правой стороны и аортальный с левой. При каждом ударе сердца одни клапаны открываются, позволяя крови проходить, а другие закрываются, удерживая кровь в камере. Звук закрытия каждого из этих клапанов проводится на грудную стенку. Выделяют 2 нормальных тона сердца. S1, который возникает при закрытии трехстворчатого и митрального клапанов, и S2, который появляется при закрытии аортального и легочного клапанов. Между S1 и S2 протекает систола. Желудочки сокращаются и выталкивают кровь, а между S2 и S1 следующего сердечного цикла идет диастола. Кровь наполняет расслабленные желудочки. Иногда выслушиваются 2 дополнительных звука – S3 и S4. S3 и S4 слышны во время диастолы. В начале диастолы, которая наступает сразу после S2, атриовентрикулярные клапаны открыты. Кровь течет из предсердий в желудочке. Если поступает много крови, желудочки быстро заполняются, и волны жидкости отражаются от стенок желудочков, заставляя их вибрировать, создавая третий тон сердца или S3. У спортсменов, а также во время беременности это абсолютно нормально и просто означает, что в желудочке поступает повышенный объем крови. Но S3 также может быть признаком перегрузки объемом, например, при застойной сердечной недостаточности, когда в желудочке поступает слишком большой объем крови. В конце диастолы, как раз перед S1, сокращаются предсердия. Если желудочки напряжены, то есть они не могут расслабиться, предсердия будут сокращаться с большей силой, чтобы протолкнуть кровь, создавая четвертый тон сердца или S4. Часто это напряжение возникает из-за того, что мышцы желудочков гипертрофированы, чтобы компенсировать высокое давление в аорте или легочной артерии. Другими словами, S4 обычно является признаком перегрузки давлением или гипертонии. Помимо дополнительных тонов сердца есть шумы, которые являются результатом турбулентного тока крови. В зависимости от того, насколько громкими являются эти шумы, они оцениваются по шкале от 1 до 6, где 1 – это самый тихий возможный шум, 3 – умеренный, а 6 – слышно даже без наложения стетоскопа на грудную клетку. У некоторых детей с совершенно здоровым сердцем наблюдаются так называемые функциональные или невинные шумы, которые являются всего лишь звуками, возникающими из-за того, что их стенки тонкие и вибрируют из-за движения крови. Эти шумы исчезают по мере взросления, когда стенки сердца утолщаются. Примером может служить так называемый шум Стилла, который очень часто встречается у маленьких детей и лучше всего слышен на верхушке сердца. Но другие шумы далеко не невинны и могут указывать на проблемы с сердцем. Систолические шумы – это те, которые можно услышать между S1 и S2. Они проявляются, когда аортальный и легочный клапаны открыты, а митральный и трикуспидальный закрыты. Существует 4 основных причины возникновения систолического шума. Либо аортальный или легочный клапаны не могут полностью открыться, что называется стенозом, либо
Митральный или трикуспидальный клапаны не могут полностью закрыться, что называется недостаточностью или регургитацией. При стенозе клапан на мгновение сопротивляется открытию, а когда он все-таки открывается, возникает характерный щелчок выброса. Поскольку в этот первый момент кровь должна течь через узкое отверстие, возникает повышенная турбулентность, которая вызывает шум. Шум сначала становится громче, ведь нужно протиснуться большому объему крови, а затем, когда в желудочке остается все меньше и меньше крови, шум становится тише. Это описывается как шум крещендо-декрещендо. Стеноз аортального клапана лучше всего слышно во втором правом межреберье, рядом с верхней границей грудины. Шум стеноза клапана легочной артерии можно услышать во втором левом межреберье, у левого верхнего края грудины. При регургитации у трикуспидального или митрального клапана кровь течет обратно из желудочков в предсердие. Это голосистолический шум. Регургитацию на трикуспидальном клапане лучше всего выслушивать между четвертым и пятым ребром рядом с левым нижним краем грудины, тогда как регургитацию митрального клапана слушают между пятым и шестым ребром, то есть в левом пятом межреберье у среднеключичной линии. Регургитацию трикуспидального клапана от митрального клапана отличают по признаку Карвалла. Симптом Карвалла заключается в том, что шум на трехстворчатом клапане становится громче при вдохе, потому что отрицательное давление в груди возвращает больше крови в правое предсердие, что усиливает шум. Основной причиной регургитации митрального клапана и наиболее частым из заболеваний клапанов сердца является пролапс митрального клапана. Митральный клапан фактически выходит в полость предсердия, потому что сосочковые мышцы и соединительная ткань, образующая хорды, слишком слабы и не могут удерживать клапан. При пролапсе митрального клапана возникает среднесистолический щелчок, который является результатом выхода створки в предсердии и ее внезапной остановки сухожильными хордами. Пролапс митрального клапана может прогрессировать до митральной регургитации, то есть створки не будут герметично закрывать полость, поэтому кровь будет просачиваться назад из левого желудочка в левое предсердие. Это будет проявляться как поздний систолический шум уже после щелчка. Шум при пролапсе митрального клапана в некоторой степени уникален тем, что когда пациенты приседают, щелчок происходит позже, а шум становится короче, но когда они встают или делают маневр вальсальвы, щелчок происходит раньше, а шум длится дольше. Это объясняется тем, что во время приседания увеличивается венозный возврат, левый желудочек наполняется большим количеством крови и увеличивается объем левого желудочка. Увеличение объема полости левого желудочка приводит к тому, что у створок митрального клапана больше места для маневра выталкивания, а по мере того, как желудочек сжимается и становится меньше, створке требуется больше времени, чтобы попасть в предсердие. С другой стороны, в положении стоя уменьшается венозный возврат. Левый желудочек не растягивается, створка клапана выталкивается наружу раньше при сокращении. Другой причиной систолического шума является гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, вызывающая шум типа крещендо-декрещендо. При гипертрофической обструктивной кардиомиопатии мышца межжелудочковой перегородки становится настолько большой, что мешает току крови, покидающей левый желудочек во время систолы. Когда имеется закупорка выходного тракта левого желудочка, кровь проталкивается через крошечное отверстие, что создает шум, который становится громче, когда выходит больше крови, а затем он становится тише, поскольку в левом желудочке остается меньше крови. Это приводит к возникновению шума крещендо-декрещендо, который лучше всего слышен между областью митрального клапана и левой границей
грудины. Особенным этот шум делает то, что его интенсивность меняется в зависимости от того, насколько затруднен отток. Если человек с гипертрофической обструктивной кардиомиопатией приседает, то системное сосудистое сопротивление увеличивается, что увеличивает постнагрузку. Когда постнагрузка увеличивается, левый желудочек находится под более высоким давлением, он немного растягивается и объем полости становится больше. Обструкция уменьшается, что снижает интенсивность шума. С другой стороны, если этот человек встает, чтобы уменьшить постнагрузку, или выполняет маневры вальсальвы, чтобы уменьшить венозный возврат и, следовательно, преднагрузку, левый желудочек будет менее растянут, а объем его полости будет меньше. Обструкция увеличивается, что делает шум более интенсивным. Другой причиной систолического шума является дефект межжелудочковой перегородки. Во время систолы часть крови из левого желудочка, имеющего более высокое давление, перетекает в правый с более низким давлением. Так возникает голосистолический шум у нижнего левого края грудины. Между S2 и S1 следующего цикла слышны диастолические шумы. В этой ситуации аортальный или легочный клапаны закрыты, а митральный и трикуспидальный открыты. Диастолический шум может быть вызван 4 основными причинами. Либо из-за регургитации аортального или легочного клапана, либо из-за стеноза митрального или трикуспидального. При регургитации аортального или легочного клапана большая часть крови просачивается обратно из аорты или легочной артерии в левый или правый желудочек. Это вызывает ранний диастолический декрещендо-шум, то есть он громче всего в начале диастолической фазы, а затем со временем становится тише. При стенозе митрального или трикуспидального клапана возникает щелчок. Щелчок открытия в середине диастолы, когда кровь толкает стенозированный клапан, а затем диастолический шум, когда кровь проталкивается через меньшее по диаметру отверстие. Иногда стеноз митрального клапана можно принять за шум Остина-Флинта. Этот шум возникает, когда аортальная регургитация настолько серьезна, что струя регургитации ударяет по митральному клапану и заставляет его преждевременно закрыться. Это вызывает урчание в середине диастолического шума, которое лучше всего слышно в области митрального клапана, но без щелчка при открытии. Наконец, есть непрерывные шумы, которые можно услышать на протяжении всей систолы и диастолы, чаще всего вызванные врожденным пороком сердца, открытым артериальным протоком. Открытый артериальный проток связывает аорту и легочную артерию, чего в норме быть не должно. Нормальное давление в аорте составляет 120/80, а в легочной артерии 25/5. То есть разница давления составляет около 95 во время систолы и 75 во время диастолы, что заставляет кровь непрерывно течь из аорты в легочную артерию, создавая непрерывный машинный шум. Резюмируем. Помимо двух нормальных сердечных тонов S1 и S2, могут присутствовать два дополнительных S3 в случае перегрузки объемом и S4 в случае перегрузки давлением. Также наблюдаются систолические шумы, в основном из-за стеноза аортального или легочного клапана, регургитации митрального или трикуспидального клапана, а иногда из-за гипертрофической обструктивной кардиомиопатии или дефекта межжелудочковой перегородки. Диастолические шумы в основном вызваны регургитацией на аортальном или легочном клапане или стенозом митрального или трехстворчатого клапана. Непрерывные шумы на протяжении всей систолы и диастолы могут быть слышны в случае открытого артериального протока. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Если понравилось видео, расскажите о нем друзьям, поставьте лайк и прокомментируйте.
Это очень помогает развитию канала и нашей работе.